Всем привет. Да, извиняюсь за голос. Ветер такой холодный. Сейчас нужно будет поехать в Магнит, купить груши, если я их найду. Хочу сделать кое-какую выпечку. В тот раз я уже готовила тортик с грушей. Вот, многим понравился. Рецепт есть в ВК, в Инстаграм также я заливала. Очень вкусно получается. В этот раз хочу приготовить кекс с грушами. Надеюсь, будет вкусно. Сейчас дойду до магазина. Там как раз Федя ждет меня. Все купим и поедем домой. Мы приехали домой, заезжали еще в Fix Price, и там я увидела вот такую новинку. Это маска для лица. Очень интересная упаковка. Хотелось бы у вас спросить, может быть, кто уже покупал, как эффект. Но прежде чем ее нанести, я решила убраться в ванной комнате. Но перед этим нанесла маску на корни волос. И пока она будет действовать, я успею прибраться. Заодно хочу ответить на несколько ваших вопросов. Да, давно не было рубрики «Вопрос-ответ». Особенно ВКонтакте очень много вопросов было. Извиняемся, конечно, что туда заходим редко. Будем исправляться и по возможности всем ответим. Итак, первый вопрос и, наверное, самый популярный. Здравствуйте, можно вопрос, через сколько вы с Федором поженились после того, как начали встречаться, и по сколько лет вам было? Начали встречаться мы с Федей в 2010 году, в сентябре месяце. Встречались мы около года, поженились в ноябре на следующий год, то есть в 2011 году. Когда мы начали встречаться, нам было по 23 года, и в 24 года, получается, мы поженились. Мы с ним одногодки, кто не знал. Только он родился в марте месяце, а я в июле. Также был интересный вопрос, сколько для меня идеальные отношения, то есть сколько по времени до свадьбы нужно встречаться, чтобы в дальнейшем был идеальный брак. Хотела также сделать скрин, чтобы вывести на экран этот вопрос, но не нашла, потому что там очень много сообщений неотвеченных, и на этот именно я уже ответила девушке. Вот. Знаете, я не могу сказать, что, допустим, повстречавшись год, там, да, будут в дальнейшем там идеальные отношения. Или то же самое, если вы встречаетесь там 5-6 лет. Я знаю таких людей реально, которые очень-очень долго встречались. Есть пары, которые до свадьбы не дошли, то есть расстались. Есть такие, которые поженились, но расстались там через 2-3 года. Казалось бы, за столько времени можно узнать человека, да, там, понять, нужен он тебе или не нужен, и стоит ли выходить замуж или жениться. Но, к сожалению, бывает совсем все по-разному, и срок, наверное, это не показатель. Считаю очень важным именно первые годы совместной жизни. Потому что когда ты встречаешься с человеком, это одно, а когда ты живешь, постоянно находишься рядом, это совсем другое. И да, прежде чем ответить на остальные вопросы, да, вот я нанесла маску. В принципе, она мне понравилась, хорошо увлажняет. Единственное, у нее вырез глаз очень мелкий. То есть у кого крупные глаза, эту маску придется немного подрезать. А так, в принципе, нормально за свою стоимость, даже отлично. Да, мы уже решили убрать все елочные игрушки, саму елку, потому что половина из них на самом деле разбили. И Лерочка разбила многие, да, пыталась повесить. А у нас плитка, вы сами понимаете. И еще кот очень сильно тянул за игрушки постоянно, да, и мало того, что игрушки поразбивались, так еще и елка несколько раз падала. Несколько раз, это не 1-2 раза, а там разов 15, наверное. Зачитывая второй вопрос. Добрый день, вы столько готовите, смотрю вас и тут, и в Инстаграм. Наверное, спорт есть в вашей жизни, да? Девушка спрашивает. По поводу питания, конечно, все, что я готовлю в плане выпечки, я стараюсь не есть после обеда. То есть в основном я готовлю часов там 10, в 11, да, и мы садимся пить чай или кофе. И тогда, естественно, я
ем кусочек там пирога или торта. Вечером, особенно после 6, стараюсь вообще не есть. Шоколад вообще практически в последнее время убрала. По поводу спорта я уже не раз рассказывала в своих видео, что довольно-таки давно вся наша семья, не побоюсь этого слова, тренируется на fitstage.ru. Комфортно вашим стопам и начните отбивать пятками в пол. Можете закрыть глаза. И не строимся. Все тело должно включиться. Пустите это. Остановись. Хорошо, сделай глубокий вдох. Прикрутились немножко вверх. Начиная с маленькой. Почувствуй, как работают твои лопатки. Еще 3 и 2 и 1. Достаточно. Тянемся в потолок ухом в одну сторону, в другую сторону. Еще раз. И раз. Хорошо. 3, 2, 1. Достаточно. Тренировки там всего от 7 до 30 минут в день. Зарядку я делаю каждое утро, то есть каждый день, и бывает даже 2 раза в день. Да, я много часов провожу время за компьютером, болит шея, спина, и я выбираю программу либо для шеи и спины, либо просто включаю зарядку и делаю буквально там 7-10 минут, и боли сразу же проходят. На FitStars более 1490 тренировок по 97 программ. Конечно, все перечислять я не буду, но такие самые мои любимые я отмечу. Это программы похудения, растяжка, йога, пилатес, зарядки, ну и многое-многое другое. Самый огромный плюс для меня лично – это то, что не нужно никакой подготовки. То есть все программы подходят для новичков. У меня безлимитная подписка, и вам советую обязательно подключать именно ее, потому что так намного выгоднее. У них недавно, кстати, появились курсы на тему здоровья, которые также входят в подписку, и есть раздел с рецептами. Да, я много оттуда беру всяких рецептов, потому что там подсчитаны КБЖУ, и плюс есть пошаговый рецепт с картинками, все понятно написано. И у них есть также тренировки для детей от 3 лет в игровой форме. Я уже показывала, как Тёмочка наш тренируется, и Лерочку я тоже уже приобщаю. И да, по моему промокоду будет скидка целых 70%, то есть безлимит будет стоить всего 6990 рублей. Также у них появилась беспроцентная рассрочка долями. Это намного выгоднее даже абонементов в спортзал. Промокод и ссылочку на fitstar.ru я оставлю внизу под видео. Далее, 3 вопрос. Видела у вас в Инстаграм наклейки. Вы писали, что маникюр с их помощью 20-30 минут. Расскажите подробнее, пожалуйста, и где вы их покупаете. Да, сейчас сбоку я приложу фотографию. Может быть, кто не знает, о чем идет речь. Это лаковые полоски. Я покупаю их на сайте Top Lac, либо есть такие, только другой бренд, на Wildberries и на Озон есть. Я ссылочки обязательно оставлю в телеграм-канале. Да, применение очень простое, то есть вы берете их и просто клеите на ногти. Можно, конечно, сверху ничем даже не проходиться, но я все равно покрываю топом, потому что так они держатся дольше. По поводу бренда я не могу сказать, что какой-то там лучше. Они все, в принципе, одинаковые. Да, они заявляют, что носибельность без топа около 7 дней, а с топом 3-4 недели. Я знаю девочек, которые реально носят месяц и делают коррекцию, там, как обычно, как с гель-лаком, да, 3-4 недели. Я ношу их где-то дней 10. Мне потом, во-первых, и дизайн надоедает, а во-вторых, они начинают отрастать, и просто я их переделываю. Тем более цена очень бюджетная. Одна лаковая полоска стоит примерно в районе 400-600 рублей. Те полоски, что за 600 рублей, мне хватает примерно на 2 раза сделать маникюр. То есть примерно на 20 дней. А в месяц выходит,
максимум 1200 рублей. Но, кажется, зато каждые 10 дней у вас свежий маникюр. Для меня это просто супер выход. С тем учетом, что делаете вы маникюр там всего лишь, максимум там 30 минут. Поэтому смело могу советовать. Ссылочку, повторюсь, обязательно оставлю в телеграм-канале. Ну а дизайн выбирайте сами, их там огромное количество. Далее очень интересный вопрос. Наталья, а что бы вы поменяли в доме в плане техники, мебели и так далее? А что бы вы купили повторно? Что бы я купила повторно? Наверное, с этого начну. И мебель, и технику, конечно, таких много, но хочу выделить именно индукционную плиту. Да, я уже, наверное, в видео 100 раз про нее говорила, и родные и близкие от меня это постоянно слышат. Да, если бы у нас был повторный ремонт, я, безусловно, купила бы снова индукционную плиту. Во-первых, хочу отметить уход. Да, безусловно, для меня это важно, потому что перед этим у меня была черная электрическая плита. Это был, конечно, кошмар, не буду даже об этом рассказывать. Во-вторых, на ней очень быстро все закипает, готовится. Я уже привыкла за это время. Если вы в раздумьях, что именно покупать, то я советую от себя именно индукцию. Что бы я поменяла в доме, это, скорее всего, кухонную раковину. Не потому, что она черная. Нет, кстати, на ней намного меньше видно пятен от чая, чем на светлой. Вот скажу вам честно, у меня была белая раковина в Сочи, и я за ней намного, скажем, чаще ухаживала, чем за этой черной. Нет, не в этом плане, в этой минус это в том, что она двойная. Общая ширина у нее 80 сантиметров, и если бы я купила не двойную, а одинарную, было бы намного удобнее. И сейчас, если вдруг будет такая возможность, я ее поменяю на большую раковину. По цвету, скорее всего, взяла бы снова черный цвет. И последний вопрос, который я хочу на сегодня. Расскажите про ваш вертикальный пылесос. Кстати, про пылесос спрашивают очень многие. Не только у меня на канале, но и на канале мужа. На данный момент это мой, пожалуй, лучший пылесос. Модель называется Red Road V17. Приходит все вот в такой упаковке. И, кстати, очень хорошо упаковано. Все в коробочках, все насадки. Посмотрите, как их много. В первую очередь хочу отметить станцию. Да, я потом покажу, как все это выглядит в нашем шкафу. Далее зарядное устройство, и в комплекте идет съемный аккумулятор. Да, можно его в дальнейшем заменить. Щелевая насадка, я ее использую, чтобы пылесосить в шкафчиках, на кухне или в гардеробной. Малая турбощетка для высасывания пыли с матрасов, а также можно использовать ее в машине. Основная с 2 валиками, кстати, валики также еще идут в комплекте. Запасные я имею в виду. Сам пылесос, он был обклеен полностью в пленку. В нем есть 3 режима: эко-режим, медиум и турбо. Я в основном выбираю медиум, вполне все достойно пылесосит, я довольна. Турбо ставлю в очень редких случаях. Кстати, чтобы постоянно не держать вот эту кнопку во время работы пылесоса, можно включить блокировку. То есть кнопка не будет выключаться до тех пор, пока вы на нее не нажмете. Нажимаете 3 секунды на экранчик, появляется вот такой замок, и теперь, как видите, вы просто нажимаете на кнопочку, все, пылесос работает. Как только вы закончите пылесосить, просто снова нажимаете обратно, и он перестает работать. Пылесосит он довольно-таки тихо, и на режиме медиум хватает пылесоса где-то минут на 40.
а на турбо режиме примерно минут 10. И хочу вам показать мою любимую насадку. Это щелевая. Вот так вот я пылесошу с ней каждый день. Кухонные ящики — это просто спасение. И да, вот так мы приспособили пылесос, мы повесили его в шкафчик, где стоит стиральная машина. Это очень удобно, все насадки лежат в одном месте, не валяются, не приходится их искать. В общем, я довольна. Ссылочки на этот пылесос я оставлю внизу под видео. Покупала я на Озон, также они есть и, по-моему, на Яндекс.Маркете. Обязательно ссылочку на Яндекс тоже оставлю. И в Телеграме ссылки также я продублирую. В принципе, все везде убрала. Игрушки все сложила в коробки. Осталось в Феде это все либо вынести, либо наверх в гардеробную убрать. Застелила постель. И я вам скажу, мне понравился вот этот комплект постельного. Это любимый Василек. Пододеяльник прям, мне кажется, идеально сюда подошел. Хотя такие цветные мне не очень, честно говоря, нравятся. Я купила пододеяльник отдельно, просто не отдельно. И наволочки также закажу к этому комплекту. Потому что эти беленькие я покупала отдельно. В принципе, сейчас они тоже неплохо смотрятся с этим комплектом. Но хотелось бы, конечно, чтобы все было в одном цвете. Ну и вначале я говорила про кекс с грушами. Давайте вам покажу рецепт. Очень ароматный, эффектный он получается. Итак, для теста нам понадобится 125 грамм йогурта, либо сметаны. У меня сметана. 2 яйца, обязательно комнатной температуры. Растопленное сливочное масло, ванильный сахар, мука, какао, разрыхлитель. В тесто также можно добавить либо орешки, либо шоколад. Для начала берем 2 или 3 груши, смотря какая у вас форма. Чистим их, и желательно груши брать потверже. И ножки обязательно оставляем. Далее берем 650 мл воды, ставим на плиту и добавляем туда 125 грамм сахара. После того, как сироп закипит, кидаем туда груши. Томиться они должны там около 15 минут. Смотрите, конечно, по груши они должны быть мягкими, но не разваливаться ни в коем случае. В сироп можно добавить цедру апельсина, цедру лимона. В общем, все на ваш вкус. После того, как вы увидите, что они готовы, снимаете с огня, отправляете их на сухую посуду и даете немного остыть. А пока займемся тестом. Ну а тут прям все просто. Берете все ингредиенты, отправляете в чашу и просто перемешиваете. Тесто получается довольно-таки густым. Далее берете форму. У меня вот такая вот прямоугольная, маленькая, съемная. Промазываем ее растительным либо сливочным маслом. Далее еще я взяла какао и просто высыпала на дно. Для того, чтобы наш кекс был прям шоколадный. Можете и бока промазать. Далее в форму вливаем наше тесто и сверху выкладываем груши. Хорошо прям продавливайте, чтобы они коснулись дна. А чтобы груши оставались такими очень красивыми, я еще их сверху промазала медом. И вот такая красота получается. Отправляем все в духовку, заранее разогретую до 180 градусов, примерно где-то от 40 до 50 минут. Конечно, смотрите по сухой зубочистке. После чего достаем, даем немного остыть и сверху снова проходимся медом. Это, конечно же, по желанию. Я полила сверху еще шоколадом. Можно посыпать сахарной пудрой, ну или орешками, или миндальными лепестками. Обязательно показываю, как кекс смотрится в разрезе. Посмотрите, какая красота. А как это вкусно пахнет, обязательно попробуйте приготовить. Все ингредиенты будут в описании под видео. На этом наш выпуск подошел к концу. Еще раз хочу всех поздравить с наступившим Новым годом. Знаю, что многие сейчас болеют. Выздоравливайте, мои хорошие. Здоровья вам, счастья и до новых встреч.